Всем привет! Сегодня у нас ретроспектива, и я вам покажу одну из первых моделей от бренда Deep Models в масштабе 1 к 43. И мы рассмотрим советский грузовой бортовой автомобиль ЗИС-150, и эта масштабная копия поступила в продажу под конец 2009 года. Стоимость новинки на то время составляла 2500 рублей, довольно большая сумма, но тем не менее модель сильно выигрывала у конкурирующих брендов. И не стоит забывать то, что на тот момент это была единственная промышленная масштабная копия такого автомобиля. В основном на рынке были представлены машины от мастерских: Уральский Сокол, Сарлап, Херсон Models, также была модель от Кимери, и костромской вариант в коробочке SSM появился в продаже значительно позже, в 2013 году, и годом позже также появился чуть упрощенный вариант от Автоистории. И, конечно, костромской вариант стоил значительно дешевле, и, на мой взгляд, та модель была сделана чуть более правдоподобно, потому что у варианта Deep Models довольно много искажений в геометрии кабины. Но, тем не менее, повторюсь, на то время это была очень хорошая и долгожданная масштабная копия. И у Дипа такой бортовой грузовой автомобиль предлагался в двух вариантах окраски. Первая машина с тентом в классическом темно-зеленом цвете, а второй грузовичок, по-моему, был с кабиной бежевого цвета. И несмотря на то, что эти модели давно сняты с производства, их все еще можно встретить в открытой продаже за вполне адекватную цену. И если постараться, то можно найти такой грузовик даже за 3000 рублей. И по сравнению с другими аналогами в нынешнее время это более чем нормальная стоимость. И тираж этих моделей составил 1500 экземпляров, если верить производителю, и с моделью не поставляется сертификата с уникальным порядковым номером, и свой образец в коллекцию я приобрел не так давно, просто как частичку истории. Тем более второй грузовик ЗИС-150 в масштабе 1 к 43 у меня от Автоистории, и у той модели не совсем достоверный окрас. Кабина ярко-красного цвета и зеленый кузов. А все же хотелось в коллекцию классический темно-зеленый советский грузовик. И давайте распакуем коробочку, посмотрим на эту масштабную копию поближе. И для сравнения я вам приготовил еще один грузовик от Deep Models, более современный. И здесь довольно симпатичная упаковка. Картонка желтого цвета, и на боковинах коробки есть фотографии масштабной копии. Вид сбоку, вид спереди, вид сзади, и на нижней части есть информация, которая касается данного производителя. Естественно, эти модели изготовлены в Китае, присутствует артикул, по которому можно найти эту модель в интернете. И также у Дипа предлагались различные надстройки на базовом шасси. Был автомобиль бензовоз, также поливомоечная машина, и эти модели тоже есть в моей коллекции. Чуть позже я их тоже вам покажу в одном из видеообзоров. Также модель поставляется страховочным воздушным мешком, чтобы коробочка не повредилась при пересылке, но, к сожалению, у меня коробка немножко пострадала, и также треснул дисплей-кейс, но это не столь важно, потому что коробка для меня не представляет особого интереса. И как раз вы можете посмотреть, как окрашена и собрана эта масштабная копия. Очень красивый, насыщенный темно-зеленый цвет, который вполне реалистичный. И этот вариант окраски мне напоминает продукцию Start Scale Models. Очень приближены цвета на костромских ЗИЛ-157, ГАЗ-66, и эта модель будет отлично смотреться рядом, стоя с ними на одной полке. Здесь также очень интересно окрашен тент. Он немножко затонирован, и эта деталь из полимера довольно тяжелая, и она вклеена в борта грузовика, поэтому демонтировать тент без повреждения лакокрасочного покрытия, я думаю, будет невозможно. Также, если вы посмотрите, сделаны приспущенные
боковые окошки. Также хорошо детализирована панель приборов, рулевое колесо, но все довольно сложно рассматривать через маленькие окошки. И у этого грузовика были проблемы с геометрией кабины, и эта масштабная копия сделана на формах китайского грузовика Zefan CA10, и эта модель для Дипа изготавливалась фабрикой Century Dragon. И несмотря на заявление о том, что масштабная копия была сильно переработана, сравнивая два грузовика, советский и китайский, я особо не нашел отличий. И, видимо, производитель в этом плане пошел по пути упрощения и удешевления производства. Также у этого грузовика мне не очень понравились колесные диски. И если сравнить данный диск с вариантом от автоистории Start Skill Models, то у костромских брендов, на мой взгляд, колесики получились более удачно, но у этого грузовика более симпатичные покрышки. Хотя довольно интересный протектор, и такой резины на советской технике я ни разу не встречал. Если вы знаете, что это за модель покрышки, напишите в комментариях ее наименование. Также присутствует пластиковый топливный бак, и рама у грузовика окрашена черной матовой краской. Также на бортах есть дублеры регистрационных номерных знаков. Сами номера здесь на желтом фоне присутствуют. Задний фонарь тоже довольно крупный. И на советских грузовиках таких фонарей я ни разу не встречал. Возможно, просто не обращал внимания. На кузове есть небольшие катафоты, их обозначили красной краской сзади, а передние катафоты почему-то окрашены в цвет кузова и тоже могли сюда нанести серебристую краску. Если посмотреть на переднюю часть, то присутствует надпись ZIS на решетке радиатора, также виднеется блестящий радиатор охлаждения, он просматривается сквозь тоненькие прорези. Присутствуют фары ближнего света, на них установлены рассеиватели, передний регистрационный номерной знак, и у этого грузовика не очень правильное расположение передней светотехники, также не очень верный наклон капота. У настоящей машины он был практически горизонтальный, а здесь он немножко скошен к передней части. И также не совсем верное закругление задней стенки кабины и, на мой взгляд, переразмеренные дверные ручки. И такая проблема наблюдается не только на ZIS-150, но и на других грузовиках у Deep Models. Уже как-то давно говорил, что, на мой взгляд, на ГАЗ-51 тоже были переразмеренные дверные ручки, и такая же проблема наблюдается на современных ZIL-130. Правда, у ZIL ручка изначально довольно крупная, и в этом плане не так сильно бросается в глаза то, что ручка просто огромная. И можно сделать более ажурные детали, современные технологии позволяют сделать мелкие пластиковые элементы. Можно посмотреть еще раз на этот грузовик с разных ракурсов. Вот так выглядит нижняя часть. Окрасили выхлопную трубу, и у этого грузовика поворотный передний мост. Это, скажем так, визитная карточка у грузовых автомобилей от Deep Models. Правда, по-моему, на полноприводных ZIL-157 передний мост был статичный. И давайте покажу вам более современный грузовик ZIL-130. На эту модель я делал детальный видеообзор, как и на другие 130-е ZIL от Deep. Кому интересно, можете найти старые видеоролики на моем канале. И как раз вы можете наглядно посмотреть. Улучшилась детализация, ножки зеркал уже из фототравления. Еще раз повторюсь, на мой взгляд, ручки на дверях немножко крупнее, чем должны быть на настоящем автомобиле. Но на этом варианте это не сильно бросается в глаза.
тоже поворачиваются передние колесики, покрышки уже более детализированные, присутствует маркировка, и также передние колесики здесь на шарикоподшипниках, они вращаются очень легко. И также, на мой взгляд, стал лучше кузов, и мне очень нравится фактура на досочках, и, на мой взгляд, чуть-чуть улучшили регистрационные номерные знаки, они стали более объемными, на ранних моделях это просто декаль. И также у ЗИЛов рабочее сцепное устройство. На первой модели ЗИС-150 фаркоп был как у костромских изделий. И пишите ваши комментарии, что вы думаете о данном советском грузовом автомобиле. Если в вашей коллекции модель от Deep Models, возможно, у вас также различные надстройки, поливомоечная машина, также автоцистерна для перевозки топлива. Если вам понравился данный видеоролик, то не забывайте поддержать его лайком. Вступайте в мои группы в социальных сетях, ВКонтакте и Фейсбуке. Жмите на колокольчик и также заглядывайте на мой второй канал, там тоже выкладываются разнообразные видеоролики на масштабные копии из моей коллекции. А на сегодня это все, до новых встреч, пока!